С возвращением в заданный проект. Надеюсь, он прошел для вас успешно, а я здесь покажу некоторые из решений, которые принимал для лампы и рам для картин. В лампе на самом деле было не так сложно создать большинство из ее форм. Мы ранее уже рассмотрели почти каждую из необходимых для этого техник. Так, этот кронштейн здесь начинался со сферы, которую я вытянул вдоль кривой с помощью NURBS, а затем просто преобразовал этот NURBS объект в полигональный. Сама лампа была также несложной задачей. Нужно было здесь создать только один объект, а затем просто продублировать его, что сэкономило много времени. Эти формы начинались как базовые цилиндры, а затем с выдавливанием и смещением я получил такие конкретные формы. Далее идут детали. Это то, что действительно бросается в глаза. Например, такой маленький выключатель и эти детали держателя абажура, и эта лампочка. Подготовлено клубом «Перевод всем». Самой сложной формой лампы, несомненно, был абажур, потому что он имеет складки по всему периметру, которые не сделать простым выдавливанием. Если перейдем в затененный режим или даже в рентгеновский, то увидите точно, как выглядят эти складки. Как же мне удалось их сделать? Позвольте мне скрыть лампу, и я покажу это шаг за шагом. Я начал с создания плоскости, дал ей 50 вертикальных подразделений, а затем экструдировал каждую вторую поверхность. Если посмотрим на виде сверху в режиме X-Ray, то увидите, что затем я просто наклонил их вправо, чтобы они начали складываться друг над другом. Следующее, что я сделал, удалил верхние поверхности каждого из этих выдавливаний. Это может занять очень много времени, если выбирать их по одной, но есть самый быстрый способ. Использовать прием общего выбора, а затем отмены выбора. Под этим я подразумеваю, что выделяю растягивающейся рамкой все поверхности здесь, а затем с нажатой клавишей Ctrl выделяю нужное и просто снимаю с него выделение. Теперь все поверхности только сверху можно удалить, просто нажав Delete. Таким образом, это очень быстрый способ выбрать все и отменить выделение нужных других областей сложной формы. Если снова выберем это в объектном режиме и нажмем 3, то увидите, что на самом деле получаем эти красивые складки по всей форме. Но я не хочу делать то же самое по всей необходимой длине объекта, поэтому, как уже было показано в видео по деформерам на примере шины, я продублировал эту форму еще 4 раза и шил все 4 объекта вместе инструментом Merge. Далее нужно было обернуть этот объект по форме абажура. Я выбрал эту форму и добавил Bend изгиб, и вы видите, что он идет по вертикали. Это направление по умолчанию для деформера Bend. Так что если пройду сюда к Bend и добавлю Curve, кривую, вы увидите, что она изгибает не так, как я хочу. Оставлю включенной кривую здесь и покажу, как это очень просто исправить. Все, что нужно сделать, это повернуть контроллер сгиба. Поворачиваю его на 90 градусов по оси Z, и теперь получаем нужную форму этого изгиба, что отлично. Но здесь делаем не шину, так что хочу с выбранным манипулятором деформера повернуть по Y на 90 градусов. Вхожу в кривизну, добавляю ее значение до 180 градусов и получаем нужную завернутую форму. Теперь, чтобы снова сшить это вместе, хочу показать еще одну деталь. Зумируем сюда и видите, что я не настолько близко подошел одной вершины к другой, чтобы иметь возможность сшить их вместе. Так что на самом деле можете назначить не 180 градусов, а скажем 181. Итак, 181. И вы видите, что стало немного ближе, и уже не нужно назначать 182. Попробую, и можно сказать, что зашел слишком далеко. Ввожу 181,2. Это на самом деле очень-очень близко, так что сможем объединить их вместе, что я и делаю.
Удаляю историю, а затем объединяю эти вершины, для чего выбираем объект, идем сюда Delete by Type History только на этом одном объекте. И затем могу просто сгруппировать множество этих вершин и перейти к Edit Mesh Merge, что фактически сольет элементы в пределах 1/100 единицы майя, потому что определенно достаточно близки для этого слияния. Теперь можно нажать 3 и увидеть, что получаем красивый сглаженный вариант этой формы. Последние несколько шагов заключаются в добавлении деформера Flare, чтобы начать затягивать это в форму абажура. И последний шаг. Я добавил 4 дополнительных горизонтальных петли ребер, а затем использовал деформер Lattice, решетку, чтобы деформировать его до получения такой округлой формы. Таким образом, снова возвращаемся к деформерам, о которых говорили в начале этого курса, чтобы закончить такие более сложные формы. Последнее, что хочу показать, эту раму для картин. Этот объект делается точно так же, как делали элементы отделки для книжного шкафа. Если посмотрите здесь, я начал с примитива куба и построил тот же тип формы. Если повернем это на бок, то на самом деле получим что-то, что выглядит очень-очень похоже на намного более сложную отделку, чем было раньше. Начав с этого, я создал дополнительные формы, которые не были частью оригинальной геометрии и были исходно просто сферами и кубами, дублированными вдоль этой выемки в раме. Я объединил все эти объекты вместе, выбрав их, перейдя в Modeling Toolkit Combine, а затем вырезал углы здесь, используя инструмент Multicut. Сейчас покажу, как можно вырезать более крупную форму этим инструментом. Если перейдем к Multicut и будем удерживать Ctrl, он покажет петлю ребер, но это не совсем то, что хотим. На самом деле мы хотим разрезать этот объект, и для этого есть еще одна часть этого инструмента, которую можем использовать – опции Slicing, нарезки. Это немного другой процесс с тем же инструментом. Перехожу на ортогональный вид сверху, удерживаю клавишу Shift и среднюю кнопку мышки и просто перетаскиваю таким образом, что режет петлю ребер везде, где проходит линия этого реза. Теперь еще одна часть этой Multicut Option, которая делает рез под углом 45 градусов намного удобнее. Snap – размер привязки. Устанавливаю это значение равное 45, а также параметр Slice Tool на Delete Faces – удалить поверхности, что на самом деле облегчит эту работу. Итак, снова Shift, зажимаю среднюю кнопку мышки, рисую вертикальную линию, а затем, если перейду сюда, то получу ее 45-градусный наклон. В инструменте Slice установлен Delete Face Selected, и вы видите эту дополнительную пунктирную линию, что означает, все с этой стороны пунктирной линии будет удалено, когда отпущу кнопку мышки. Итак, как видите, можно получить эту форму так, как хотим, и не нужно беспокоиться об этой дополнительной части геометрии. Таким образом, можно делать действительно длинные части с такими выдавливаниями всех элементов дублированных объектов, затем их комбинировать, а затем удалять. Теперь направление, в котором рисуете инструментом Slice, будет диктовать, в какую сторону пойдет разрез. Так что если, удерживая клавишу Shift, пойду в другом направлении, то увидите, что эта линия теперь указывает в другую сторону. Если пройду таким образом, это не сработает. А если рисую вверх, он всегда будет направлен влево, а если рисую вниз, он будет направлен вправо. Таким образом, это действительно полезный инструмент при необходимости делать такие типы разрезов по очень сложным формам. Все эти маленькие добавленные объекты просто создают необходимую детализацию. Когда дело доходит до рендеринга, наличие таких выступающих текстурированных поверхностей делает внешний вид объекта намного более подробным, чем раньше. Итак, таковы два решения для сложных объектов, которые я применил для этого конкретного проекта. Надеюсь, что хотя задача была достаточно сложной, вы смогли придумать ее решение для своих объектов, если прошли через это.